Главный герой нашей истории по имени Джек регулярно навещает могилу своей покойной жены, чтобы почтить ее память и выразить свою любовь и скорбь. Для него это стало важным ритуалом, который помогал ему справляться с утратой и поддерживать связь с любимой. Каждый раз, когда он приходил на кладбище, он приносил с собой свежие цветы и рассказывал о своей жизни, делясь с ней своими радостями и горестями. В один холодный осенний день, когда листья падали с деревьев, и ветер проносил холодные порывы, Джек подошел к могиле, как обычно, но на этот раз его взгляд упал на нечто необычное. На вершине могилы, укутанной в грязные тряпки, лежал брошенный младенец. Сердце Джека замерло от шока и недоумения. Он быстро подошел ближе и, убедившись, что малыш в порядке, осторожно поднял его на руки. Ребенок был крошечным и беззащитным, и в этот момент Джек почувствовал, как его сердце наполнилось состраданием. Он обернул младенца в свое теплое пальто, стараясь защитить его от холодного ветра. Это было мгновение, когда он осознал, что у него есть возможность изменить жизнь этого беззащитного существа. Джек, полный решимости, решил заботиться о младенце и дать ему новый шанс на жизнь. Он понимал, что это решение изменит его жизнь навсегда, но в тот момент он не мог оставить ребенка одного. Возвращаясь домой с малышом на руках, Джек ощущал смешанные чувства радости и тревоги. Он не знал, как объяснить свое новое положение окружающим и как они отреагируют на его решение воспитывать брошенного ребенка. Тем не менее, его решимость и любовь к покойной жене, которая всегда мечтала о детях, давали ему силы и уверенность. Джек начал новую главу своей жизни, полную невероятных испытаний и радостей. Он назвал младенца Марком в честь своего отца, который всегда представлял для него образ сильного и заботливого мужчины. С каждым днем Марк становился центром жизни Джека. Он узнал радость отцовства, когда впервые увидел, как ребенок улыбается, и научился преодолевать все трудности, которые возникали на их пути. Вскоре Джек понял, что ему нужна помощь. Он обратился в социальные службы, чтобы получить правовую поддержку и помощь в воспитании Марка. Специалисты помогли ему разобраться с документами и обеспечили необходимыми ресурсами. Джек также нашел поддержку у своих друзей и близких, которые поддерживали его решения и помогали ему приспособиться к новой роли. Они приносили еду, помогали с покупками и даже предлагали свою помощь в уходе за Марком. История Джека и Марка стала символом силы человеческого духа, сострадания и возможности находить любовь там, где ее меньше всего ожидаешь. Они стали неразлучными и вместе преодолевали все трудности, с радостью и гордостью идя по своему пути. Джек часто вспоминал о своей жене, рассказывая Марку о ее доброте и любви. Он показывал ему фотографии, делился историями о том, как они вместе мечтали о семье, и как теперь его мечта осуществилась, хотя и в неожиданной форме. Каждый день, проведенный с Марком, наполнял Джека новым смыслом. Он понял, что, несмотря на все испытания, которые им пришлось пройти, они оба нашли друг в друге поддержку и любовь. Эта история напоминает нам о важности доброты, заботы и открытости к новым возможностям. Иногда самые неожиданные события могут привести к самым ценным открытиям и изменить нашу жизнь навсегда. Джек и Марк стали примером того, как любовь может прийти в самых неожиданных формах и как важно быть готовым принимать ее, даже когда жизнь ставит перед нами трудные испытания. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.